It's time to hunt. Всем привет, друзья, с вами вновь Зак, и сегодня долгожданное обновление гайда по Феникс Удиру, или Синему Удиру, или Быстрому Удиру, называйте как хотите. Смотреть мы будем игру с Challenger Тира североамериканского сервера, где на Удире играет Метеос, плюс у него в команде полный набор игроков из Cloud9 и Хаям Госу на Вейн, которого недавно взяли запасным игроком в Team Solomid. Удир сейчас абсолютный лидер по винрейту в солоку среди всех лесников, и надо сказать, не случайно и вполне заслуженно. Сильное ускорение Удиру мощным пинком под зад придало изменение все того же джангл предмета на магов рунического эха. Да-да, мы все еще продолжаем делать гайды по линейке чемпионов, играющихся через этот джангл предмет. Почему руник эха так хорошо сидит на Феникс Удире? Да потому что в стойке Феникса у Удира просто бешеные скейлы от Ability Power, от силы умений, в 170%. То есть руническое эхо прибавит к урону от одного нажатия на кнопочку R, то есть от одного применения Феникса, не на 60 единиц, а на 102 единицы урона. Кроме того, руническое эхо дает сразу 10% скорости бега, что для Удира, не имеющего гэп-клоузеров, то есть не имеющего способов быстро добраться до противника, кроме как ножками, очень важно. С таким бафом на урон и скорость бега все остальные сильные стороны Феникса засияли новыми красками. А именно, Удир очень быстро чистит лес благодаря своему АОЕ скиллсету и рунам на скорость атаки. Возможно, он чистит лес даже быстрее всех в Лиге Легенд. Удир отличный дуэлист как на первых уровнях, так и в лейтгейме. Удир благодаря щиту практически не тратит здоровье в лесу и может легко выходить на ганки на какие-то дуэли ранние. Удир сверхмобилен при перемещении по карте, у него просто бешеная скорость бега. У него высокая врожденная растанкованность и высокий урон даже без предметов на урон. При всем при этом у него есть просто применяемый контроль, высокая скорость бега в бою, маневренность и низкий порог входа для начинающих игроков. То есть у него нет скиллшотов, которые можно промазать, он предельно прост в понимании, то есть новичкам очень легко начать игру на этом чемпионе. Здесь вы как раз можете видеть, как Удир даже при плохом старте навешал люлей лисину, нафармив при этом больше него лесных крипчиков. Раскачка скиллов. Качаться мы будем, конечно же, через Феникса, вторым скиллом, после которого максимум наш щит. Понятно, Феникс это наш основной урон, щит основной источник выживаемости, а точнее здоровья. Поскольку покупать в первую очередь мы будем предмет на урон, а не предмет на здоровье, что более привычно для игроков на Феникс Удире. Медведя мы раскачиваем в третью очередь, теперь скорость бега, получаемого с него, нам уже не так важна, ибо мы получаем 10% все с того же рунического эха. Руны. Тут на самом деле очень много вариантов. Я вам расскажу основную логику, а вы уже сами настроите руны под себя, под свои возможности. Что вам нужно получить? Ну, во-первых, скорость атаки, чтобы как можно чаще прокать Феникса. Второе, снижение времени перезарядки наших скиллов, чтобы как можно чаще включать щит. Плюс ко всему этому желательно получить еще и скорость бега и как можно больше дефенсовых статов. То есть скорость атаки, КДР, скорость бега, защитные статы. Вот что нам нужно. Поэтому в красных берем скорость атаки, в желтых берем броню, в синих снижение времени перезарядки, а в квинтэссенциях берем скорость бега. Метеос, кстати, в данной игре в квинтах взял лишь 2 руны на скорость бега, а одну поставил на скорость атаки. Таланты. Вариантов опять-таки очень много. Играют его и через ветку хитрости с повелителем грома с добавкой талантов из атакующей ветки или из ветки защиты. Я в данном гайде предложу вам более сейфовый, более надежный вариант игры через дефенсовую ветку. Кстати, именно его здесь и использует Метеос. 12.0.18. В дефенсовой ветке ключевой талант Сила Веков. Очень сильный талант, дающий нам 300 здоровья за 1 очко талантов. Здоровье нам очень важно. Мы всегда будем торчать во фронтлайне и всегда будем получать по лицу от вражеской команды. С нашей бешеной скоростью чистки леса мы можем настакать этот талант очень быстро. В этой игре Метеос настакал его по 17-19 минуте. Также в дефенсовой ветке берем, конечно же, талант, снижающий эффективность замедлений по нам, что вкупе с ботинками стремительности, которые мы будем покупать, очень затруднит врагам возможность скайтить. Кайт это основное оружие против Удира. Также очень важен талант, снижающий время перезарядки умений призывателя. Говорят, что у Удира нет ульты, но это на самом деле не так. Ульта у Удира есть, это его флэш, ибо единственная проблема Удира это добраться до противника. Далее при правильной игре он его уже не отпустит, а порой единственным способом добраться до противника является флэш.
В первом тире деф ветки берем усиление бонусных резистов, ибо регенерация здоровья нам не особо нужна, мы его не так много тратим при первоначальной чистке леса. Во втором тире можно взять как увеличение скорости бега, так и снижение урона от вражеских атак, оба таланта полезны. В атакующей ветке берем скорость атаки в первом тире, палку о двух концах во втором, в третьем тире вампиризм или увеличение урона и силы умения, на самом деле оба этих таланта так себе, как я не устаю повторять, ну и главное, конечно же, ради чего мы идем в атакующую ветку, это талант, увеличивающий урон по замедленным целям, что с нашей сборки будет ключевым элементом. Переходим к самому интересному, к сборочке. Стартуем мы с талисмана и 3 поушенов. Ну или фласки, как сделал Метеос в данной игре. В принципе, фласки Удиру хватает для того, чтобы поддерживать уровень здоровья на приемлемом уровне в лесу. Поушены я рекомендую брать исключительно исходя из агрессивной игры в расчете на какие-то ранние стычки в лесу с вражеским лесником. С первого бэка на базу закупаемся в Эдервисп, компоненты с которого мы затем будем собирать руническое эхо. Какой апгрейд для мачете выбрать, я предлагаю вам брать клинок преследователя, то есть синий апгрейд, дающий нам синий смайт, с которого мы можем с расстояния замедлять врагов, что намного упрощает нам возможность добраться до них, застанить, замедлить и убить. Апгрейдом для клинка преследователя, как я уже говорил, берем руническое эхо. Почему? Я думаю, я уже достаточно рассказал ранее. После покупки рунического эха апгрейдим ботинки до ботинок стремительности. Они снижают время действия замедления на нас любимых, что в ранней игре делает Удира очень опасным парнем на ганках. Вторым предметом берем Iceborne Gauntlet, синюю перчаточку. Она дает нам сразу 20% КДР, дает броню, дает приличный запас маны, чтобы мы могли менять стойки без боязни просесть по мане. Ну и главное, она дает нашим атакам замедление по противнику, что вместе с талантом, на увеличение урона по замедленным целям и проком от шина с той же самой Iceborne Gauntlet делает наш урон очень и очень сильным на ранних этапах игры. Далее нам нужно взять предмет на магическое сопротивление. Все-таки в команде противника всегда присутствуют какие-то сильные маги. И лучшим выбором здесь будет, конечно же, Spirit Visage, который опять-таки дает нам и КДР, и магическое сопротивление, а главное дает здоровье, ибо его у нас в нашей начальной сборочке достаточно мало. По сути, у нас его там нет, только мы бонусное здоровье получаем с наших талантов. А резистов, особенно брони, то есть с той же самой синей перчатки, у нас уже достаточно много. То есть, чтобы повысить эффективное здоровье, нам нужно здоровье. Эффективное здоровье против смешанного типа урона. Ну и, конечно же, не лишним будет то, что Spirit Visage серьезно повысит наш отхил в стойке черепахи. После этого закупаемся в броню мертвеца, что дает нам еще запас прочности в виде брони и здоровья, плюс дает нам еще больше скорости бега и какую-то прибавку к бусту урона. Да, это может показаться довольно странным закупаться в такой не самый сильный предмет на такой уже достаточно поздней стадии игры, но уж очень хорошо этот предмет сидит на Удире. В последний слот можно брать, вернее нужно брать предмет, тот, который требуется в вашей конкретной игре. Это может быть баньша, чтобы получить щит от вражеского контроля для нашей какой-то инициации, если у врага есть всякие люксы, морганы, барды и прочие ребята с дальнобойным контролем. Можно купить Торнмейл, если у врага уже есть отожранный АДшник, то есть какая-нибудь там, я не знаю, Вейн, Люциан и так далее. То есть он просто запарится нас убивать через Торнмейл и нашу стойку черепахи. Это может быть Оман, если у врага очень мобильный сетап и нам требуется еще больше замедления скорости бега противников, то есть если замедления с нашей синей перчатки нам не хватает. Это может быть даже Sunfire, то есть если в принципе вам нужно немножко больше вашей команде урона и урона, вернее, растанкованности в вашей команде уже хватает, если вам придется бодаться там с какими-нибудь вражескими танками наподобие всяких там Шенов, Мунда и так далее. То есть примерно в этой сборке вы получаете очень мобильного чемпиона, очень живучего чемпиона с достаточно высоким уроном. В результате мы получаем сильного, а главное очень быстрого танка с хорошим уроном, с хорошим контролем, который справляется с задачами по уничтожению или выключению из игры кэрри противника, который легко может дайвить под вышки и вообще хорош в преследовании и в кайте противника. Теперь пару слов о нашем месте в тимфайтах и вообще о том, как правильно выбирать тимфайты за Удира. Конечно же, выгодно сражаться на открытых пространствах, где противник не может уйти от вас через стенку и из безопасности атаковать оттуда, поскольку у нас из прыжков через стенку есть только флеш. Конечно же, хорошо получить в союзники какую-нибудь Сивир с ее ультой на ускорение скорости бега, какую-нибудь Моргану, дающую нам черный щит, чтобы не получать контроля от вражеских чемпионов и так далее. То есть все понятно, что у нас есть хорошие союзники, которые усиливают наши сильные стороны, и есть не очень удобные ситуации, где-нибудь тимфайты, выбранные возле стеночек и так далее.
Мы, разумеется, фронтлейнер, то есть мы держимся впереди своей команды и ловим вражеский урон, стараясь либо зонить вражеских кэрри, не давая им наносить урон по нашей команде, или же, если представляется такая возможность, то наседаем на вражеских магов и стрелков, сами убивая их, или же заставляя выключиться из боя, быкнуться на базу. При этом не переоценивайте свои силы. Попав под жесткий вражеский фокус, под вражеский урон, включайте черепаху и потом включайте медведя и убегайте. Всегда в любом тимфайте пробуйте катить противника, пробуйте раскачать вражескую команду, растянуть ее по пространству. Не стойте столбом, не умирайте, если есть возможность убежать. Вы очень мобильны, вы очень быстры, догнать вас очень непросто, и этим нужно обязательно пользоваться. В эпизоде с тимфайтом, который вы смотрите, команда Метеуса, изначально стартовавшая из непростой ситуации, бой все-таки 3 на 5, очень хорошо раскачала и раскатила команду противников, так что им удалось, по сути, выиграть 3 на 5, просто за счет перераспределения урона по нескольким чемпионам. То есть, как только враг начинает кого-то фокусить, тут же Моргана убегает в одну сторону, к своей базе, Вуконг убегает куда-то наверх, Удир убегает куда-то в сторону реки, в сторону Нашора. То есть ребята просто не ловят слишком много вражеского урона, и за счет этого перераспределения им удается выиграть этот непростой тимфайт. С этого тимфайта Метеус и компания забирают себе Нашора. Если до этого игра была в принципе равной с переменным успехом за ту или другую команду, то после получения Нашора команда врага просто очень быстро рассыпается, что приводит к быстрой победе команды Удира. На этом, ребята, все. Надеюсь, сегодняшний выпуск вам понравился. Вы обязательно попробуйте Удира через синюю сборочку, быстрого Удира через руническое эхо. Я уверен, вы одержите на нем немало побед. Большое спасибо, что посмотрели данное видео. Если оно вам понравилось, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте и, конечно же, играйте в Лигу Легенд. И да пребудет с вами удача в Солоку. Пока!